Всем плавленый. Я вообще обожаю путешествовать. Мини такая пальмярня, лаз в шкле. Блин, я люблю лодь, но немножко не люблю. Ну такая жаба прямо. Кто, как не мы, люди, живущие 2 года в Лоди, может вам рассказать о Лоди все и даже больше. 2 года это много для Лоди, потому что не все столько там выдерживают, мне кажется. Это здание мне напоминает, конечно, из 90-х. Мы в городе Освенцим. Во-первых, получается, вы устали, заселяетесь в эту комнату, а у вас такой пейзаж. Даже на балкон не надо выходить. Всем плавленый. Это от голода. Всем утренний привет. Жесть. У нас активные выходные. Сейчас конечно, не Настолько знаете. активные, Да. что мы в 6 утра встали. Сегодня суббота, воскресенье, поэтому я говорю выходные. Сегодня суббота, воскресенье, блин, я не проснулась, еще 7 утра. Сегодня суббота. У нас активные выходные планируются. Мы собираемся ехать на данный момент в Катовице. Неожиданно. Очень. Ну да, наверное, видя по нам, когда мы так начинаем, то мы должны куда-то лететь, куда-то дальше путешествовать, да? Ну, не всегда же. Ну, мы, кстати, очень часто и по Польше ездим. И вот как раз сегодня тот самый момент, когда мы решили съездить немножко по Польше, погулять. Тем более, как бы цель у нас важная. И, ну, место, которое невозможно не посетить. Вот мы 2 года собирались, наконец-то собрались. Поедем в Аушвиц, Освенцим, посмотреть, как там все было. Вот, С гидом взяли на польском. да. Ну, так по времени получалось. Ну, потом подробнее. Мы сначала хотели на русском, потому что думали, ну, вдруг на польском что-то не Ну, поймем. история все-таки важная, Да. хотелось бы все детали уловить. А мы точно еще не на таком уровне знаем польский, что Ну, можем было понять видно по каждое нашему слово, видео да. там. С русским языком там буквально очень мало экскурсий, и по времени неудобно. Либо надо было еще раньше приезжать намного, что мы бы не смогли. Либо очень поздно начинается, и ну, смысл Да. терять 2 часа. Нам, ну, поезд конкретно этот идеально подходил. Поэтому сходим на польском, послушаем. Поэтому оставайтесь с нами. Кто не был в Освенциме, посмотрит. Да, Может ну и вдохновиться и тоже поедет. Ну да, это важно. Плюс мы планируем показать Катовице, если приедем немножко. вовремя. Поезд, если не Успеем. подведет, то у нас там час запаса еще будет. А вы знаете, что на польские поезда надеяться нельзя? Ну, час, я думаю, не должен на час опоздать, поэтому запасики везде у нас заложены всегда с поездами. Мы даже сюда приехали, понимаешь? Мы, кстати, опять воспользовались такси. Вы представляете, мы на двоих заплатили 4 злотых. Поэтому заходите в Сашин телеграм-канал. Там всегда классные скидки, даже на такси он выкидывает. На Всего такси за очень 4 часто злотых бывает. мы доехали. Еще, блин, 8 минут и все, 4 злотых. Так бы нам переть нужно было на остановку. Так нам идти до трамвая минут 8-10, Да. а мы доехали за это время. Поэтому реклама Сашкиного телеканала. Телеканала, блин, да что не такое за утро? Все, я больше не скажу ни слова. Встретимся уже где-нибудь в другом месте, когда я буду более проснувшейся. Приехали, сразу вышли с вокзала. И вообще так прикольно в Катовице. Так красиво. Класс. И сразу, получается, вот вокзал, мы вышли, с вокзала можно зайти в галерею. Там можно воспользоваться, например, бесплатным туалетом. Но очень красиво, у нас есть час погулять по городу. Я вообще обожаю путешествовать. И по Польше тоже. Вообще просто люблю. В Катовице мы никогда не были, и мне очень нравится. Новые города — это супер. У меня вот так приподнимаются очки, мне некомфортно. Мини такая пальмярня, лаз в шкле. Мне так прикольно придумали. А чё им там так тесно, наверное? Блин, прикольно. То есть... А, можно зайти, типа ручка? Класс, прикольно. Вообще всякие растения. Шикарно. Город прям такой живой, столько всего Пойдем есть. на рынок центральный. Да, пойдем. Но он Если не он такой, недалеко. он не такой, как
Как я представляю, Думаю, да. Катовице, водотенок. Вот это водотенок. А, поливают, наверное, А ну сейчас ничего не поливает. но уже не лето. Блин, честно, центр круче, чем в Лодзи. Блин, я люблю Лодзь, но немножко не люблю. Типа, если ездить по разным городам и сравнивать, то все-таки Лодзь действительно на самых последних местах, да? Хотя Лодзь огромный, большущий город. Но там бы вот еще немножко поднажать, чтобы было классно, где было гулять, классно выглядели улицы. Вот Ну, еще здесь немного. тоже не фонтан, но поновее. Но вначале все, что я вижу, мне нравится больше. Нас встречает щедрая жаба. Щедрая, потому что должны быть монетки. Нету монеток. Жаба щедрая. Где? Не вижу ни одной монетки. А, вон есть, ребят. Ну такая жаба прямо. Прям жаба жабная. Блин, вообще класс. А, метро. Ой, фу, метро. Трамвай, говорю, метро. Блин, такие классные. Да. А вот здание очень похоже на Лодзский. Да, мы будем все сравнивать с Лодью, потому что имеем на это право. Кто, как не мы, люди, живущие 2 года в Лоди, может вам рассказать о Лоди все и даже больше. 2 года это много для Лодзи, потому что не все столько там выдерживают, мне кажется. Мы уже через год хотели уехать, но застряли. Ну, остались. Мы прошли буквально, там, не знаю, минут 15. И вот он, центр. Это здание мне напоминает, конечно, из 90-х. У тебя нет такого ощущения, Сашка? Раньше. Ну, такой Ну, еще может, и раньше. постсоветский. Но там есть вот такой лифт прозрачный. Мне кажется, в то время это был, блин, какой-то шик просто, а не Ну, там здание. классный дом. Да, видела. Красный. Очень клево. Вообще. Ну, короче, и что тут самое интересное? Мы на рынок пришли, вот эту площадь. Тут карусели того же года. Мне кажется, это тоже из 90-х, 80-х. Но честно, это очень прикольно. Есть вот этот вайб. Как правильно говорить? Вайб. Как переводится вайб? Настроение? Ну, атмосфера. Атмосфера, ребята, атмосфера. Ты чувствуешь ее? Нет. Нет, а я почувствовала. Ой. А еще я такая Нет, думаю, просто сегодня как будто родили мясо. еще я такая думаю, блин, как клево, так много поддерживают Украину в этом городе. Думаю, столько флагов, а потом мне Саша говорит, ты дундель. Это герб и флаг этого города, наверное. Ну там просто вот на этом либо флаге. региона, О, либо видите? города. Ну, как бы... Герб на этом флаге. А вот мы идем по главной тусовочной улице этого города. Ребята, извините, заикала. Это вы, наверное, вспоминаете, забыли лайк поставить. Точно, я угадала ваши мысли. И сегодня день города. Кстати, когда в Лондоне был день города, это прям было супер торжество. Там было несколько сцен, концерты. Ну, как Мы не ходили. здесь просто день города, а там было 600 лет. Почти Нет, мы тоже день ходили 2 года города. назад, Да. летали на шаре. Ну, там не было таких концертов, но активности всякие были. Но. Бесплатно в музее, там, Да. вот еще. И все-таки Лодзь круче, чем Катовице. Ну, в Катовице классно. Вот когда мы вышли с вокзала, очень, знаете, такая классная сразу атмосфера. Сразу атмосфера такая встретила. Прикольные такие ресторанчики. Все в эти ресторанчики ходят. Плюс такой классный вокзал. Многолюдный, потому что мы были в Лодском вокзале. И в самом главном Лодском вокзале фабрично. Он очень красивый, вот он нереально красивый. Но там нету людей. Вообще, и это сами поляки говорят, где люди, ау, их реально нету. Ну, я думаю, надо время. Лодь, короче, нам нравится. Лодь классная, но там еще поднажать, им надо вот чуть-чуть еще поднажать, чтобы было вообще там здесь супер тоже круто. такой промышленный город. Да. Ну, видно, что еще не хватает тоже развития, вложений. Мгм. Ну, в целом он меньше, он не такой населенный. Но он не будет на уровне Кракова или Варшавы. А да кто знает? Через лет 15-20. Я вообще надеюсь на то, что Лодь... Тут нет истории в целом почти. Ну,
В Лоте, ого-го, какая история. Там люди пахали. Чем тебе не история? Ну, а здесь В Кракове там, кто там, короли жили, всякое такое. А здесь рабочие. Но. Мы в городе Освенцим. Вот я даже... Очевидно, Мгм. зачем. Ну, мы как бы и рассказали же в Ну, начале больше тут, видео. в плане того, что тут как бы такой мини-город, в котором особо больше нету интересных мест. Ну, Кроме самого поезд музея. приехал такой довольно полный. Вообще, поезд, во-первых, приехал классный, круче, чем мы ехали из Лоти, более комфортненький такой. Мы сейчас присели в таком парке, потому что мы приехали на час раньше. Ну, запас с поездами. А идти до Освенцима на Ростас минут 10-15. Ну, типа, нам нечего там делать. Плюс еще Саша узнал, что тоже важная информация для того, кто собирается ехать, что там не пускают с такими вот огромными рюкзаками, вот с такими. Написано, что с самыми там супер маленькими только. Можно, типа, как размер листа А4. Но. Посмотрим. И там есть камера, где ты можешь оставить свои вещи. Надеюсь, взял. не за монетки работают. Надеюсь, не за 50 У нас злотых. их нету. Помните, как на концерте? Вы рассказывали, когда были на концерте Imagine Dragons, мы думали, что с маленьким рюкзаком можно, но оказалось нельзя. И там, где оставляли мы свои рюкзаки, там стоило, короче, это хранилище 50 злотых. Ужас, за один чемодан. 50 злотых, Карл, ну 50! Вот так выглядит парк. Ну, вполне очень приятно, мило. Мы сидим в тенечке, заходим в сам музей. Людей много. Тут получается еще 2 лагеря. Еще есть один, куда должны повезти на автобус потом. Ладно, короче, идем, заходим. Людей дофига. Только непонятно, это очередь на вход, как мы уже должны, типа, имея билеты, либо уже, либо люди, те, которые собираются покупать билеты. Получается, мы пришли оставить свои рюкзаки, 5 злотых заплатили за ячейку, все, забрали. Так как мы говорили, тут нельзя с большими рюкзаками. Пошли. Еще мы такие затупили, типа, где можно тут купить билет? Думали, может, по билету. Тут написано за скану. Надо как-то оплачивать. Да, написано за сканой билет. Мы такие, ну, входной билет. Ну да, давай входной билет. Он не принял. И потом вот тут можно купить билет. Мы прошли проверку. Так мы не нашли еще своего гида. Наверное, где-то дальше может. Не, ну прям надо. Наверное, может там искать. Ну, короче. Вся группа на то время будет заходить. Ну да. Это ожидаем. Мы поймем. Там еще табло есть, и, возможно, там где-то мы. И прежде чем войти, нужно просканировать билет, показать свой паспорт. И такая проверка, как в аэропорту. И все. Ну, Да. Ну, короче, пошли. Вот мы нашли такое табло, и написано, вот у нас польский, 13:45. И мы ждем. И получается, что мы ждем своего экскурсовода на польском. Получается вообще очень удобно. Выходит вот этот дядечка с табличкой English. И получается, что вся группа, которая на английском хочет слушать, они вот встали и пошли. И теперь мы ждем своего дядечку с табличкой на Polish. И встаем, уходим. Просто сначала, когда мы пришли, у нас первый был вопрос, а что так много людей? И непонятно вообще, где наша группа, как понять из этих людей, что мы должны найти, как мы должны найти свою группу. В итоге, когда уже прошли дальше, уже разобрались. Мы уже на входе, нам дали вот такое приспособление, где мы будем слушать, и наушники. У меня тоже. А вон тот дядечка, наш гид с зонтиком. Это протезы.
Он сказал, что тот, кто был с протезами, такие люди не шли ни одного дня. Ну и начинается вторая часть нашего музея, так сказать, Биркина. Нас привезли Ну, тут сюда. все организовано, Да. в принципе. Нас на автобусе привезли. Ну, вначале там, вот эти обязательно получить бирки. Мы сначала не получали эти бирки, потом получили. Короче, мы сначала были в первой Пройти части. контроль. Ну Ну, я да, расскажу, получить бирки обязательно, потому что мы до последнего, в последний момент их, Угу. мы не знали, что надо. И потом ждать своего времени, выходит экскурсовод с табличкой, какой язык будет, собирается, все заходят, выдаются, приемники и наушники. Все, дальше слушаешь экскурсовода, ходишь. Угу. А потом, когда потом прошел выходишь, сдаешь Освенцим, аппаратуру. да, потом поехал. И все централизованные. Ну, Эти это всё автобусы, организовано, которые да. ездят туда-сюда. Ну, сейчас вторая часть будет начинаться. Примерно так же, только уже, наверное, без наушников. Ну да. Ну тут уже как бы видно много бараков. Мы Тут, так понимаем, конечно, тут территория базы. огромная. Он что-то там говорил про гектары. Тут Это, очень наверное, эти. Я так думаю, что здесь приезжали потёнги. Наши уже пошли? Наверное, тоже. А не, наши вот стоят. Окей. Вот бараки, где люди жили. Дорога здесь просто трэш. Это наша группа. Сейчас нас ведут внутрь барака. Вот так внутри. И зимой, и летом, без воды, без еды, без какой-либо гигиены. Ужас вообще. Вот так внутри этого барака. И зимой тут пол был из глины. Типа буржуйка. Уже Очень темно. вечер, очень темно. Мы в торговом центре взяли халявное мороженое. Ну, пока не халявные. Good Потом Lot. планируем. Good Lot. Ну, почти халявный. Будет халявный. Короче, у нас тут белый шоколад с Орео, вот этот черный, и ревень с Клубника. трускавками. Да. Всем привет! Сегодня второй день нашего такого маленького мини-путешествия. Мы заселились в Кракове. После Освенцима мы очень долго там были. Пока доехали до Кракова, мы тут сняли комнату. Пока доехали, это уже было так темно. Поели мороженое, это мы уже показывали, да. Поспали, поели. Будем сейчас выселяться, и заодно хочу показать вам комнату, какую мы сняли. И это просто потрясающе. Это одна из лучших комнат, которую мы когда-либо снимали за эти деньги. В Кракове, во-первых, тут невероятная хозяйка. Такая, знаете, очень добрая, гостеприимная бабулечка. У нее огромный дом двухэтажный. Ну, у нее и мужа, просто мы не видели мужа, поэтому я говорю, что у нее. Она нас так приняла, так, знаете, очень гостеприимно, даже предложила выпить с ней чаю. Так, очень прям вообще такая добрая. Все нам показала, все нам рассказала. И получается, что мне очень понравилось. Сейчас я вам покажу. Тут, в принципе, комнату и нечего показывать. Комната такая небольшая. Что мне понравилось, получается, дается 3 комнаты на этаже, и у каждого в комнате туалет и ванна свои. То есть у нашей комнаты своя туалет и ванна, у другой комнаты, кто вот снимает, у них тоже своя ванна и туалет, и у третьей комнаты то же самое. То есть это офигенно. И плюс у нас еще отдельная кухня. Ну, отдельная кухня, я имею в виду, у нас на этаже. А у хозяйки, у них своя комната на первом этаже. Я считаю, что это потрясающе. И, кстати, не зря у нее очень хорошие отзывы на
Airbnb. Мы практически всегда снимаем на Airbnb. Блин, у меня такой вид. Это мне надо на остров какой-нибудь. Мы практически всегда снимаем на Airbnb. И всегда читайте отзывы. Если отзывы не очень... Сашка, это рассказываю про комнату, что мне очень понравилось. И хотела еще добавить, что здесь даже можно с машиной. То есть паркинг тут есть. Вообще, мне очень нравится комната. Мне понравилось, что тут у каждого туалет и ванна, у каждой комнаты свой туалет и ванна. И, наверное, покажем, как комната выглядит, да? Кровать еще классная, только немножко скрипит. А так все классно. Вот вы сейчас услышите, кровать скрипит. Вот так я делаю, скрипит, встаю. Даже скрипит. Во-первых, получается, вы устали, заселяетесь в эту комнату, а у вас такой пейзаж. Даже на балкон не надо выходить. Роскошно? Классная кровать, мужу постель немножко мятая. Просто стена. Сашка. Сашка в комплекте не идет. Настолько подобраны. Что даже ракушки делают. Да, то есть как бы дизайнер поработал. Классно, ну тут реально море. Возможно, кто-то из детей, она рассказала, что у нее тут дети раньше жили. А, муж рисует? По-моему, да. А, ну так тогда все понятно. У нее художник муж. Вот. И каждая комната в своем стиле оформлена. Вообще-то, да. Вот у нас морская. Ну, посмотрите, сколько картин. И они нарисованы своими руками. То есть муж рисовал столик, стулья, шкаф, вообще розеток, куча интернет, Wi-Fi. Также она оставила вот такой список. Ну, отдельная кухня, отдельная ванная, отдельный туалет, я уже сказала, паркинг и... Можно с собаками. Можно с собаками. Это вообще огромный плюс. В следующий раз, если мы когда-то будем в Кракове, мы точно еще раз сюда приедем. Ну, здесь классно. Здесь офигенно. Во-первых, еще недорого. Мы дали 30 евро, да? Это вообще, я считаю, недорого, потому что в самом Кракове мы жили подороже бывало. И без своего туалета. Да, вообще, да. Но тут общая кухня на 3 комнаты. Ну, тут кто-то может не заселиться. То есть, и там есть все. Я вам покажу, это обязательно нужно увидеть. Потому что такой организации кухни я тоже давно не видела. Ну, гостеприимная хозяйка, это точно. Получается, вот так вот комната, мы выходим, и тут ванная, а тут туалет. А вот комната рядом. И вот у них туалет и ванная. И вот так идем. И вот мы пришли на кухню. Тут есть плита, и все очень чисто, кстати. Ни одной пылинки, ни одной соринки. Мне кажется, хозяйка сама убирается. Тут есть соль, перец, салфетки. Можно тосты себе сделать в разных вариантах. Еще посуды очень много. Ножи. Спасибо, Саша. Можно включить или взять в комнату вентилятор. Микроволновка. Огромный холодильник на всех. Хочу, окошко. Вот, хочу вам показать, как офигенно. Посуды много, море всего. Как аккуратно и как классно. Здорово, да? Нам очень понравилось. Если бы мы сдавали когда-нибудь на Airbnb, а мы бы хотели сдавать тоже, если бы у нас что-то было, мы бы сдавали, мы бы организовали все очень круто. Так как мы на Airbnb, я уже не знаю, сколько раз, я уже со счета спросила, надо посчитать на Airbnb, сколько раз мы не можно? Истории нету? Сколько раз мы жили? Но где мы только не жили. Почти везде. Да. И комнаты, и полностью квартира. И даже дом у нас был один раз. И даже вилла в Италии мы жили. А еще мы, получается, жили очень близко к санктуарию Божьего Милосердия. Очень такое популярное место. Мы как раз во время службы еще идем мимо. Много людей, много детей. И тут такое оформленное место. Прям, я про него никогда особо не слышал. Мы в Кракове уже первый раз, но тут не были. Ну, это окраина. И, раз мы тут ночевали, в 5 минутах буквально. Тут есть еще смотровая какая-то башня, но мы не пришли. Ну и тут
информации. Кто спонсировал, наверное, это все место. Ну, тут он есть и Япония, и США. Класс. Не, ну тут И вообще территория всё супер. есть. Англия. Я обожаю всякие кустики, знаете, вот вообще. Все так ухоженно, супер, да? Мгм. Это, кстати, выглядит не в классическом стиле костёл. Вообще, там такой вход, как будто Ну, в торговый центр. как, ну да. немножко. Еще смотровая башня. А вот продолжение территории санктуарий. Где-то вот из этих зданий монастырь. Я почему-то думаю, что Ну, это вот всё это. было, наверное, раньше. А сейчас А сейчас уже, наверное, просто как-то вот для... Там где-то ночлеги написано. Вот в На этом том здании. Ну, вон и ходят монашки. Ну, вообще в Кракове много монашек ходят. Но они же где-то живут. Нормально. Они где-то живут. Ну да. Где-то здесь, наверное. Но территория супер. Красиво. Очень классно. Классно. И так все ухожено вообще. Ну и вот в 15 минутах от прошлого санктуария Яна Павла II. Легендарная личность, конечно, для Польши. Но здесь тоже территория из разных строений. Тоже идет служба вроде. Там даже своя детская площадка какая-то есть. И станция трамвая чуть-чуть дальше. Ну вообще, как будто тут гитар в 300. Ну, я не разбираюсь. Я разбираюсь, я профессионал в Ну, да. гитарах. Пришли поесть мороженое в Гудвуд. И вот такая очередь. Ну мы ждем. Потому что Сашка сказал, другой точки рядом нету. Ну, это туристический казино. Поэтому Это единственная ждем. точка на весь район. Отстояли мы очередь. Еще пропустили Еще девушку. пропустили. Ну, девушка Ну, просто она была беременная. беременна, Ну, поэтому Что пропустили. не пропустили? Ради мороженого. Ей нужно капает. Ой, капает. Короче, мы купили вот такое мороженое. У меня с карамелью, с соленой карамелью. Ой, соленая карамель, а у Саши Карамель, брауни, малина. О, выглядит прикольно. Где там Капает малина? всё, Все, мне кажется. едим. А, и самое важное уточнить, что одна бесплатная порция. Мы Тут вся фишка в этой аппликации. делились в Телеграме. Ну. Ссылка, можно Так что да, хотите. скачать, все капает. Все, ладно, короче, едим. До поезда у нас осталось 1,5 часа. Мы решили зайти поесть в KFC. Еще сегодня акция 15 злотых. Короче, все, что мы купили, мы отдали чуть меньше 30 злотых. Акция. Вот это картошка, это курица с напитком 15 злотых. И два вот этих ролла плюс напиток плюс картошка тоже 15 злотых. Классно. Ну все, мы уже едем домой, теперь это уже. Сегодня жара. Уже спать. Для сентября нормально. Едем в классный поезд. Нам нужно спать, не, шикарно. Все, до встречи в следующем видео.